Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами, друзья, 7 ноября. Будет достаточно насыщенный, благоприятный день. Главное, чтобы в этот день вы принимали правильные решения и добивались нужного результата. Как же это правильно делать в этот день, да и особенно в преддверии полнолуния, солнечного затмения и закрытия коридора затмения. Друзья, далее все более подробно. А прямо сейчас ставим лайк этому видео. Это наш с вами энергообмен. Девочки и мальчики, кто ставит лайк, тому деньги приходят легко, чего мы вам желаем. Итак, сегодня, друзья, 7 ноября у нас с вами насыщенный и достаточно благоприятный день, поэтому вы можете браться за дела, даже если они сегодня для вас очень сложные, начинайте это делать. И это только на первый взгляд кажется, что все так тяжело. Также стоит прислушиваться сегодня к советам окружающих. Часто их советы оказываются очень полезными для вас. Сегодня даже спокойные и уравновешенные люди остро реагируют на то, что происходит вокруг. Могут даже утратить равновесие. Под влиянием эмоций очень возможно и легко даже допустить ошибки. А для того, чтобы добиться поставленных целей, нужно гораздо серьезнее все-таки относиться к выполнению любых дел. Старайтесь не откладывать на потом то, что запланировали раньше. Постарайтесь выполнить те обещания, которые давали ранее. В конце дня появятся новые идеи, которые будут касаться вашей работы, и вскоре вы действительно сможете их воплотить в жизнь. Также сегодня достаточно благоприятный день для обсуждения важных вопросов. Сегодня можно говорить о сложных вещах, о проблемах, которые беспокоят вас и ваших близких. Именно сегодня вам удастся заинтересовать других людей своими планами и идеями. Даже если найти решение немедленно и не удается, вы сможете так повернуть ситуацию, что найти правильный ответ вам будет очень легко. Чем больше изобретательности и находчивости вы сможете сегодня проявить, тем выше вероятность вашего успеха. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Также сегодня очень важно наблюдать за происходящим вокруг. Не исключено, что какие-то, возможно, незначительные случайные события подскажут вам, как же вам действовать дальше. Обращаю ваше внимание, что сегодня благоприятный день с профессиональной точки зрения, и это время, подходящее для самых разных дел. У вас может появиться возможность сосредоточиться на делах, которые важны для вас, и справиться с ним самым наилучшим образом. Вы сможете достичь не только собственных целей, но и помочь людям, которые столкнулись с серьезными проблемами. Вы можете помочь и тем, кто оказался в сложном положении, и вы этого не упустите. Помните, что все, что вы сегодня делаете для других, идет вам на пользу. Сегодня у вас есть шанс принять участие в работе над какими-то перспективными проектами, которые откроют перед вами путь к карьерным вершинам. Хорошо сегодня проходят деловые встречи, связанные с работой и с бизнесом, даже те, от которых вы не ожидали, возможно, ничего хорошего. У вас легко получится найти новых союзников, а также помощников. Не исключены и даже романтические увлечения на работе. Сегодня хорошо проходят деловые встречи, даже те, от которых вы не ожидали изначально ничего хорошего. Вероятны плодотворные переговоры. Не исключено, что вас поддержат те, от кого многое зависит. Возможны приятные известия и неожиданные предложения. Не исключено, что вам удастся на каких-то интересных мероприятиях завязать там полезные знакомства, которые положат начало плодотворному сотрудничеству. Также это подходящий день для творчества, а также для любых дел, которые требуют фантазии и нестандартного подхода. Это даст вам ощущение гармонии и душевного спокойствия. Вам удается по-иному взглянуть на многие привычные вещи, увидеть то, чего раньше не замечали. Сегодняшний день благоприятен для учебы и расширения кругозора, чтения познавательной литературы, посещения лекций и семинаров. Информация, которая может оказаться для вас полезной, усваивается быстро и запоминается надолго. Сегодня будет и много разных дел, или два, вам удастся сосредоточиться на чем-то одном. Не всегда у вас будет время на то, чтобы изучить ситуацию или разобраться во всех деталях, но ваше острое чутье и интуиция поможет вам принять правильные решения.
Главное, не поддавайтесь давлению извне, потому что так будет кому-то удобно. Придерживайтесь своего курса, и скоро все поймут, что именно вы тот самый правильный человек. Прекрасный трудовой настрой и серьезный подход к делам сегодня позволят вам реализовать какие-то планы, которые были составлены вами ранее, а также воплотить в жизнь идеи, которые вам очень нравятся. Сегодня очень подходящее время для того, чтобы обдумать какие-то важные вопросы, построить планы и обсудить их с друзьями и другими близкими людьми. У вас будет возможность поговорить с единомышленниками, от них вы сможете получить немало полезных советов. Сегодня благоприятное время и для сотрудничества и общения. Будет возможность наладить отношения, которые в последнее время складывались напряженно, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Сегодня у вас будет возможность завести полезные знакомства и встречи с людьми, которые вскоре станут вашими союзниками. Хорошо сегодня проходят деловые неформальные встречи. Вы легко находите общий язык с самыми разными людьми. Вы настойчивы, это помогает вам достичь давно поставленных целей и быстро решить любые рабочие вопросы. Сегодня можно решить финансовые вопросы, деловое чутье вас не подведет. Сегодня вероятны небольшие денежные поступления, у вас появится возможность сделать удачные покупки. Вы сможете решить свои финансовые вопросы и выйти из любого кризиса. Появится и ощущение стабильности. Ваше финансовое положение существенно улучшится. И хотя не все складывается сегодня легко, вы сохраняете оптимизм и не отказываетесь от задуманного. Сегодня можно вернуться к каким-то делам, которые пришлось отложить из-за неблагоприятного стечения обстоятельств. Вам многие с удовольствием помогают, особенно сегодня полезная помощь и поддержка знакомых женщин-коллег. На работе не исключены разногласия между вами и коллегами. С окружающими вы не всегда ведете себя тактично и рискуете наговорить лишнего, обидеть людей, которые прежде вас не один раз поддерживали. Поэтому ваша сдержанность сегодня вам сослужит хорошую службу. Друзья, обращаем ваше внимание, что сегодня по лунному календарю у нас с вами 13 и 14 лунные сутки, растущая луна в знаке зодиака Телец. Обращаем ваше внимание, что сегодня последний день перед полнолунием и перед затмением. А также у нас закрывается с вами коридор затмений, поэтому многих людей, возможно, много энергии будут распирать, кого-то будут на эмоциях, кто-то будет заниматься подстрекательством для того, чтобы вытащить у других людей энергию. Поэтому, пожалуйста, находитесь в спокойствии, в радости. Кроме того, людей могут в этот момент возникать вопросы касательно денег, потому что у нас с вами затмение происходит в знаке зодиака Телец, а Телец у нас в первую очередь отвечает за деньги и все, что связано с деньгами, с инвестициями. Поэтому, если вы планировали вложить во что-либо деньги, немножко подождите, и уже после затмения, после закрытия коридора затмения уже будете думать более детально. А сейчас просто берите ручку и планируйте те или иные задачи. Кроме того, сегодня, 7 ноября, ожидаются судьбоносные новости, встречи с интересными собеседниками, выгодные предложения по работе и, что немаловажно, возможно сегодня увеличение числа продаж в бизнесе. Также обращаем ваше внимание, что в этот день было бы хорошо встать перед свечой и попросить близких, которых уже нет в нашем материальном мире, помочь вам с советом. Это может быть все что угодно, возможно, вы стоите на распутье, вы не знаете, как поступить. И тогда знаете, что решение любой проблемы придет уже на следующий день. И именно в этот день, 7 ноября, друзья, вы можете провести практику. Эта практика очень достаточно эффективная в том случае, если у вас деньги уходят постоянно из ваших рук. Только вы зарабатываете, только появляются, но появляются какие-то форс-мажорные обстоятельства, за которых вам приходится постоянно тратиться. Соответственно, вы не можете ни откладывать деньги, ни приумножать. Итак, что для этого практики нужно? Вам понадобится 7 любых монет, при этом возьмите любого номинала, и вам понадобится емкость с водичкой. В емкость кладите монеты и заливайте полностью водичкой. Далее ставьте емкость с водой и монетами в морозильную камеру.
И таким образом ваши деньги больше не будут таять, и это будет давать вам новые потоки денежных энергий. Если емкость в морозильной камере вам не мешает, то пусть и лежит там. А если мешает, то после получения результата достаем монетки и тратим по своему усмотрению. Обязательно прямо сейчас себе скажите следующие слова и можете повторить их в комментариях. Деньги всегда приумножаются. Истина, да будет так. Друзья, именно в этот день проведите эту практику, и в вашей жизни произойдут финансовые изменения. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь, а мы с вами уже услышимся буквально в следующем видео. Друзья, всех вам благ!